Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание деньгам. И вообще это видео будет, знаете, необычное и некоторых людей, наверное, удивит. Поговорим о том, почему деньги в семье должны храниться у жены. Почему, что нужно делать, чтобы денежная энергия была в вашем доме. Просмотрите это видео от начала до конца, и вы узнаете для себя много полезной, важной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Для того, чтобы в семье водились деньги, нужно научиться правильно относиться к денежной энергии. Ведь если этого не делать правильно, она не появится в вашем доме. Денежная энергия имеет свои законы и правила, и очень важно стараться жить по этим законам. Тогда вы можете избежать многих проблем с деньгами. Но многие люди не придерживаются их и поэтому живут с постоянными финансовыми проблемами. И вместо того, чтобы обдумать, почему так получается у них, и попытаться что-то изменить в своей жизни, человек концентрируется на своих денежных проблемах, постоянно думает о них и тем самым еще в большем количестве притягивает их в свою жизнь. А денежная энергия не любит жадных, злых людей, тех, кто не готов ее принимать в свою жизнь, а также тех, кто постоянно сконцентрирован на ней. Деньги также важно уметь правильно тратить. Сделать это нужно без сожаления и главное получить от этого положительные эмоции. Ведь с деньгами нужно также уметь правильно расставаться для того, чтобы они возвращались обратно. Не забывайте о правильных настроях, потому что это также важный фактор для привлечения денег в вашу жизнь. И, конечно же, не нужно забывать о том, что деньги нужно уважать. Не лениться поднять, если даже из рук выпала монета небольшого номинала. Слаживать нужно обязательно деньги всегда по правилам, держать и хранить их в правильных местах. Конечно же, часто возникает вопрос, у кого в семье должны храниться деньги и кто должен отвечать за семейный бюджет, для того, чтобы эта энергия не уходила из семьи, а наоборот приумножалась. Конечно же, в каждой семье есть свое мнение на этот счет, но правильно, когда деньги хранятся у женщины. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша семья процветала и у вас было стабильное финансовое положение, придерживайтесь и этого правила. Не рискуйте, чтобы потом не жалеть о неправильном решении. Для этого есть веские причины и основания, о которых мы с вами и далее более детально поговорим. Вы знаете, женщина, она более экономна и тщательно выбирает все то, что нужно ей купить для дома и куда ей нужно вложить деньги. Мужчина, к сожалению, не придает этому большого значения и совершает быстрые, как правило, и необдуманные покупки, а это неуважение к денежной энергии. Женщина, она всегда аккуратно слаживает деньги, сохраняет их по всем правилам. А мужчины, к сожалению, не настолько скрупулезны и считают, что это лишняя просто трата времени, чем снова-таки показывает свое неуважение к денежной энергии. Уже на протяжении сотен лет всем известно, что женщина– это хранительница домашнего очага, а значит и хранительница всех энергий, которые окружают ее семью и наполняют жилье. Также женщина способна приумножать все то, что находится вокруг нее, и притягивать нужные потоки энергии, и использовать их всегда только в нужном направлении для нее и для ее семьи. Да, мужчины очень много думают о деньгах, а постоянная концентрация на денежной энергии способна отталкивать ее.
Поэтому нужно контролировать свои мысли. Но у мужчин не всегда это появляется, и таким образом они способны перекрывать денежные потоки. А из-за неправильных посылов денежная энергия перестает поступать в их жизнь. И опять же начинаются всевозможные проблемы с деньгами. А вот женщины, они способны контролировать эти посылы и направлять их правильно, в нужное русло. Поэтому управление этой энергией нужно обязательно доверить женщине, а у мужчины будет оставаться светлый ум, и ему ничего не будет мешать получить положительные энергетические потоки, которые ему будут только и помогать зарабатывать больше и окружать себя нужными вещами и действиями. Женщина, она знает, как правильно отложить нужную сумму, а не просто отложить, а еще привлечь денежную энергию и увеличить ее присутствие в доме. Ведь если это делать правильно, то можно не только сохранить эту энергию, но еще ее и приумножить. Потому что она на энергетическом уровне имеет связь с денежной энергией, умеет правильно с ней обращаться и этим сможет поддерживать порядок в денежном бюджете. А деньги это любят, им даже будет комфортно в таком доме, и они будут появляться в нем постоянно. Женщина, зная, сколько денег есть в семье, не будет требовать от своего мужчины большего, чем есть, и этим самым не будет притягивать негатив в свой дом. Также она не будет считать своего мужчину жадным, а наоборот будет стараться в нужное время сэкономить и поддержать его, чем в этот период будут окружать свою семью еще и другими положительными энергиями, которые будут помогать и приносить определенные положительные изменения. Также женщина тратит деньги, она делает это правильно, она в какой-то степени получает от этого удовольствие и даже становится счастливее. Вы знаете, что это важное правило – уметь правильно расставаться с деньгами, для того, чтобы они быстрее возвращались обратно, потому что денежная энергия должна приносить счастье. Обязательно всегда изучайте вопросы обращения с денежной энергией, не останавливайтесь, и вы будете узнавать что-то для себя новое, и этим сможете располагать ее к себе и притягивать в свою жизнь. Чем больше этой энергии будет в вашей жизни, тем стабильнее будет ваше финансовое положение. Обязательно поддерживайте порядок в семейном бюджете. Притягивайте обязательно всегда к себе светлые энергии. Делайте все по правилам, и у вас все будет получаться. И обязательно сделайте так, чтобы в вашей семье были именно доверительные отношения между мужем и женой. Пусть жена знает, сколько у нее денег. Знаете, женщина, она всегда еще умеет визуализировать. Когда у нее в руках появляется определенная сумма денег, мы не говорим о том, что мужчина должен до копейки отдать все деньги женщине. Нет. Но когда женщина знает все о своем семейном бюджете, она умеет притягивать те материальные блага, которые в семье очень важны и нужны. Женщина начинает играть этими энергиями. Возможно, она даже этого не понимает, не осознает и не воспринимает. Но, например, у женщины появляется определенная сумма денег. Первый вопрос, который у женщины, как правильно, возникает: а на что мы их потратим? Или на что мы эти деньги соберем, приумножим и так далее. У женщины сразу появляются определенные мысли. Если мы берем мужчину, то у мужчины первая мысль появляется: друзья, которым нужно дать в долг, да, как правило, или пойти в кафе, в ресторан, или купить жене какой-то дорогой подарок. Да, одно дело, когда мужчина зарабатывает достаточно или даже предостаточно денег, когда он может часть отдать в семью, а часть оставить себе. Но мы сами живем в таком мире, когда все должно быть сообща, и когда эти энергии между мужчиной и женщиной сбалансированы, а денежная энергия, она очень такая вот щепетильная, с ней нужно уметь общаться, нужно ее уметь чувствовать. Поэтому женщина, когда она начинает мечтать, она что-то предлагает, она думает, она горит этим. Когда у женщины горят глаза, значит, это уже 95% успеха любого дела, потому что женщина, она, как правило, видит цель и не видит
препятствий, и она знает, как добиться того или иного. Она уже начинает мыслить, сколько нужно собрать денег, сколько это будет стоить, что выгоднее, где мы можем сэкономить, где мы не купим, где мы купим и так далее, и так далее. Многие, наверное, женщины так же самое думают. Поэтому, уважаемые мужчины, если вы смотрите это видео, ни в коем случае не жадничайте для женщины. Пусть она распоряжается вашими деньгами. Да, если вы в чем-то не уверены, вы сомневаетесь, вы можете, например, завести себе сундучок с деньгами, с семейными деньгами, где будет расписано, сколько пришло денег и на что женщина потратила эти деньги. Во-первых, вам будет понятнее всей семье, на что вообще у вас израсходуются деньги, а во-вторых, сколько у вас приходит денег. Таким образом, вы можете делать свою доходную и расходную часть. Это тоже очень важно, когда вы умеете располагать деньгами, умеете правильно ними распоряжаться. Только никогда не старайтесь брать именно кредиты, даже если вы очень хорошо зарабатываете. Да, кто-то сейчас скажет, что вот в Америке все стараются брать в кредит и так далее. Давайте начнем с того, что мы славяне, и у нас совсем другая культура, у нас другой уровень жизни и еще много-много чего. И, кроме того, мы с вами на этом канале, на канале Эзотерика для тебя, прорабатываем моменты, как правильно работать с денежной энергией. Она достаточно сильная, но ее, знаете, как удачу нужно словить и всегда держать при себе. Запомните эти простые правила. А с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк. И на нашем канале, друзья, еще много полезной и важной информации.